Всем большой привет! Сегодня поделюсь простым рецептом засолки грибов холодным способом, без варки. В моем случае это сухой груздь. Сразу скажу, не добавляю много зелени, чтобы грибы остались грибами, а не превратились в огурцы и рассол не закисал. А лук, чеснок и зелень можно добавить всегда по желанию, уже потом. Для этого рецепта подходят не все грибы, так как их кушают по сути сырыми, хоть и солеными. Для большинства грибов, таких как опята, маслята, боровики, такой рецепт не подходит. Их кушать по такому рецепту не рекомендуется, поэтому есть другие варианты, как их засолить. Оставлю вам подсказки и ссылки, переходите, смотрите, кому интересно. Этот рецепт подходит для всех разновидностей груздев. Их я знаю лично 3 точно, плюс еще рыжики можно так засолить. Вот мы насобирали груздев белых, тот, который сыроежкин брат. Это сухой груздь, груздь-сухач или подгруздок. Шляпка у него воронкообразная, все они вот такие грязные, в листьях, с обратной стороны пластинки. Особенным его отличием от обычного белого груздя или сырого по-другому мокрого, это что по краю шляпки нету бахромы. Чем-то по плотности гриб напоминает сыроежку, но только вот такие у него выраженные пластинки с другой стороны шляпки. Если сделать надрез или со стороны бахромы, или срезать его ножку, даже у самых крупных экземпляров, у них не выделяется, вот нету бахромы, видите, такие пластинки довольно выраженные. И вот если я сейчас срежу ножку, она такая плотная, точно как у сыроежки, и млечного сока не выделяется. Ножка сухая, вот плотная такая и сухая внутри. Ножка мясистая и внутри не полая, как у сыроежки. Еще есть третья разновидность белых груздев, скрипач или скрипун, у которого ножка тоже полная, такая как у этих сухих, но они выделяют млечный сок при срезе. Грузди, у которых выделяется млечный сок, обязательно надо после очистки такие грузди замочить на 3 суток, постоянно меняя воду 2-3 раза в сутки, иначе будут горчить. При чистке от налипшей листвы пользуюсь вот такой жесткой губкой для мытья посуды. И вот эти все пластинки с другой стороны шляпок надо удалить. Грибы я замачиваю сначала, потом вычищаю с помощью такой щетки, вот они такие светлые становятся, и счищаю вот эту всю бахрому. Она очень легко счищается и остается такая плотная белая мякоть гриба, которую будем засаливать. Вот она очень легко счищается, вот видите, без особых таких усилий. Желательно, конечно, краешек шляпки тоже срезать, потому что он такой неровный, чтобы грибы были такие презентабельный вид имели. Внутри тоже сложновато вычистить, поэтому дополнительно еще пользуюсь ножом. Вот такой простой способ очистки. Обязательно замачивайте их хорошо, оставьте на часик, чтобы они отмокли в воде, и потом вот так с помощью щетки легко с этим справиться, даже в самых недоступных местах. После того, как их очистила хорошо, промываю, и хоть этот груздь и не нуждается в предварительном вымачивании, но все же я их буду кушать сырыми, поэтому у меня такое правило, хотя бы на сутки, но этот гриб я тоже замачиваю и 2-3 раза буду менять воду. Но солить и вымачивать я буду вот такими кусочками, уже порционными. Мои грибы сутки вымачивались, теперь буду приступать к засолке. Грибы хорошо промыла и взвесила. Вот в этой миске у меня ровно
килограмм грибов. Чтобы не было путаницы, нужен еще душистый перец, у меня тут смесь, черный перец, лавровый лист, соль. Соли на килограмм промытых грибов 40 грамм соли. Вот я ее взвесила. Посмотрите, будем мерить ложками ее, чтобы не было путаницы, вдруг у кого-то нету кухонных весов. Это получается ровно 2 столовых ложки соли, если вы меряете столовыми ложками. Добавляю 7-8 листиков лавровых и сюда же черный перец, чайную ложку черного перца и несколько горошинок душистого перца. Скажу сразу, чеснок не добавляю, потому что мы не любим сочетание чеснока и грибов. Алу, если вы любите, можете добавить, например, свежий чеснок уже потом к готовым грибам, или свежий лук, или свежую зелень. А сейчас, чтобы грибы хорошо просолились и грибы были настоящие, имели грибной вкус, они превратились в огурцы, поэтому лавровый лист, черный перец и несколько горошин душистого перца. Все хорошо перемешиваю. Буду солить прямо вот в этой миске. Но, конечно, в процессе посмотрю, или они у меня тут все поместятся, так как у меня 3 килограмма грибов. Отмеряю следующую порцию, 2 столовых ложки соли. И взвешиваю еще килограмм грибов. Добавляю грибы, пересаливаю их и перекладываю снова лавровым листом. Добавляю перец черный. Смотрю, что у меня, наверное, грибы не поместятся в этой миске. Поэтому, наверное, дальше мне придется их переложить. Но ничего страшного. Хорошо их встряхну теперь для того, чтобы соль, специи все равномерно распределилось. И теперь переложу в кастрюлю. Добавила еще 3 килограмм грибов. Сверху обязательно укладываем тарелку и на нее груз. И в таком виде грибы находятся в погребе или в холодильнике. Грибы будут мариноваться 40 дней, то есть 1,5 месяца под гнетом. Прошло 3 дня, и вот видите, сколько грибы пустили сок. Стараемся, чтобы все грибы были покрыты этим рассолом, и постоянно они находятся под гнетом. Грибочки белые, хорошие, когда они замаринуются, по истечении 40 дней я их переложу в стеклянные баночки и сверху залью растительным маслом, для того, чтобы они не темнели и не образовывалась плесень. Перед употреблением такие грибы я промываю, добавляю растительное масло, зелень, лучок, все остальное по желанию. Надеюсь, видео вам было интересным. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч!